Привет! Тема «История науки в эпоху Возрождения». В эпоху Возрождения были достигнуты большие успехи в географии, астрономии, химии, физике, математике, промышленном производстве, анатомии и инженерии. Повторное открытие древних научных текстов ускорилось после падения Константинополя в 1453 году, а изобретение книгопечатания демократизировало обучение и позволило быстрее распространять новые идеи. В начальном периоде Возрождения некоторые видят научную отсталость. Многие критиковали то, как Возрождение повлияло на науку, утверждая, что прогресс был замедлен на некоторое время. Гуманисты предпочитали ориентированные на человека предметы, такие как политика и история, изучение естественной философии или прикладной математики. Другие акцентировали внимание на положительном влиянии Возрождения, указывая на такие факторы, как повторное открытие утраченных или малоизвестных текстов и усиление внимания к изучению языка и правильному чтению текстов. Мария Болас-Холл ввела термин «научный ренессанс» для обозначения ранней фазы научной революции 1450-1630-х годов. Питер Диер выступал за двухфазную модель ранней современной науки, научный ренессанс XV и XVI веков, сосредоточенный на восстановлении естественных знаний древних, и научная революция XVII века, когда ученые перешли от восстановления к инновациям. Во время и после Возрождения XII века Европа переживала интеллектуальное оживление, особенно в том, что касается исследования природного мира. Однако в XIV веке произошел ряд событий, который впоследствии стал известен как кризис позднего Средневековья. Когда пришла черная смерть, пандемия чумы, она уничтожила так много жизней, что затронула всю систему. Это положило внезапный конец периода массовых научных изменений. Чума убила 25–50% населения Европы, особенно в многолюдных городах, где лежало сердце инноваций. Рецидивы чумы и другие бедствия привели к продолжающемуся в течение столетия сокращению населения. В XIV веке началось культурное движение эпохи Возрождения. Повторное открытие древних текстов ускорилось после падения Константинополя в 1453 году, как говорилось ранее, когда многим византийским ученым пришлось искать убежище на Западе, особенно в Италии. Кроме того, изобретение книгопечатания оказало большое влияние на европейское общество. Но этот начальный период обычно рассматривается как период научной отсталости. Не было никаких новых достижений физики или астрономии, и уважение к классическим источникам еще больше укрепило Аристотеля и птолемеевские взгляды на Вселенную. Философия Ренессанса потеряла большую часть своей строгости, поскольку правила логики и дедукции рассматривались как второстепенные по отношению к интуиции и эмоциям. В то же время ренессансный гуманизм подчеркивал, что природа стала рассматриваться как одушевленное духовное творение, которое не управляется законами или математикой. Наука возродится лишь позднее с такими фигурами, как Николай Коперник, Джероламо Кардано, Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Астрономия позднего Средневековья основывалась на геоцентрической системе мира, описанной Клавдием Птолемеем в древности. Альмагест Птолемея, который был переведен на латынь в XII веке, монография стала итогом развития античной небесной механики и содержала практически полное собрание астрономических знаний. Крупным событием в астрономии эпохи Возрождения является работа Николая Коперника. Он начал возрождать идею Аристарха о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Остаток жизни он провел в попытках математического доказательства гелиоцентризма, представления о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты. Ренессанс науки в астрономии завершился работами Иоганна Кеплера и Галилео Галилея. С Ренессансом произошло увеличение экспериментальных исследований, главным образом в области вскрытия и исследования тела, что способствовало развитию знаний об анатомии человека в целом. Развитие современной неврологии началось в XVI веке с Андреаса Везалия, который описал анатомию мозга и других органов. Понимание медицинских наук и диагностики улучшилось, но с небольшой прямой пользой для здравоохранения. Мало существовало эффективных лекарств. Уильям Гарвей дал более точное и полное описание системы кровообращения.